Кто мечтает о тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ребят, я не устаю повторять, особенно для тех, кто меня регулярно смотрит. Вот обратите внимание, да, вот постоянно в сигнификации мне указано на то, что, среди вас есть, может быть, даже прирожденные маги. Постоянно вот акцент идет на эту тематику. То, что у вас у многих, допустим, интуиция очень классная, это, как говорится, это только цветочки. Но то, что вы можете магичить, то, что вы кто-то можете быть целителями, кто-то тарологами, может быть, вот я бы обратила внимание. Причем были бы достаточно такой талантливый маг, либо же там целитель, таролог, смотря какое направление вы выберете. Кто-то рунами, может, захочет заниматься. И знаете, это у вас идет по крови. Это не вы первый, это в вашем роду уже были такие вот маги, скажем так, да, бабушки, прабабушки, может быть, дедушки у кого-то. Поэтому обратите на это внимание, и это может быть ваш дополнительный заработок. Плюс вы можете, конечно же, помогать еще и людям. К женщинам вот мне идет какое-то вот у вас настороженное отношение. Почему? Потому что когда-то вы любили, но вам сделали больно, да, вот вашу, вот очень четко, да, вот вы отдавали всего самого себя человеку, вы готовы были на все, что угодно, но вам за это вставили ножи в спину. Это если коротко, да, поэтому очень много среди вас травмированных людей, именно которые разочаровались в любви, которые боятся влюбиться. Ребят, давайте вот сделаем опрос маленький. Напишите, пожалуйста, все пишите, вы боитесь влюбиться или нет? Потому что отголоски прошлого, они порой бывают очень и очень сильные. Вы человек, который ценит исключительно взаимность. Кто-то из вас, кстати, имеет, может быть, вот родного брата или сестру, вот близнеца, либо двойняшек. Может быть, кто-то пережил смерть даже уже своего близкого, вот двойняшки вашей. Это могло быть даже еще при рождении. Напишите, у кого это тоже срезонирует. То есть вы должны были быть как две половинки одного целого. Вы очень похожи и по характеру, и внешне. Напишите, у кого это срезонирует. Очень такой, знаете, вы стали в последнее время, может быть, даже более колкий на язык. Но это почему? Это потому что вы как будто постоянно вот находитесь в такой некой обороне от внешнего мира. Потому что надоело быть добреньким для всех, надоело быть белым и пушистым для всех. Да и вообще как-то вот вы с возрастом начинаете понимать, что доброта наказуема, к сожалению, да? Добротой пользуются, на доброте ездят, да, садятся на шею. И поэтому вы как-то вот научились то ли говорить слово «нет», вы научились, может быть, тактично отказывать. Вы научились в каком-то смысле больше любить и ценить себя, свое время. Вы стали больше уделять внимание самому себе любимому. Что еще мне о вас поведают? Есть много людей, так, прикроем наготу, которую нельзя. Есть среди вас люди, которые связаны с формой, с армией, очень такие решительные, целеустремленные, хотя порой бывает очень и очень непросто. И вот ребята, мои ребята, которые связаны с формой, я бы вам советовала вот опять-таки пользоваться своей интуицией. Очень у многих из вас, я повторяюсь, развита интуиция. Поэтому там, где вы находитесь, здесь, вам нужно настолько научиться тонко, очень внимательно слушать именно вот
свое чувство, да, свое шестое чувство, как его еще называют, потому что оно вас будет и отводить от беды, от опасности, и вообще вы будете в полюсах. Ну, это, в принципе, даже всех касается, я уже неоднократно об этом говорила. И знаете, вот хоть вы и как-то с опаской немножко относитесь к женщинам, да, ну, опять же, это привет из прошлого, вы все-таки где-то там на глубине души очень хотели бы влюбиться. Но кто-то из вас, может быть, даже опустил руки. Вы уже не верите в то, что вы сможете полюбить. Одно дело хотеть, а другое дело, ну, реально влюбиться, правда? И вы это понимаете. Особенно те, кто, может быть, не единожды разочаровывались в женщинах, кому не единожды те самые ножи в спину вставляли, кого из вас предавали. Поэтому, ну, для вас это, знаете, вот новые любовные отношения, вот если сравнивать, это как будто вот идти по минному полю. Вот для вас каждый шаг будет казаться, что а вдруг что-то случится, а вдруг снова где-то подвох. И вы этого очень так опасаетесь. Напишите, у кого резонирует, ребят. Ну, давайте-ка теперь ближе к нашему раскладу. Все-таки кто же мечтает о вас? Давайте разбираться. Что за женщина мечтает о вас? И знаете, вот опять-таки мне показано, что есть среди вас те, кто, ну, как-то, я не скажу, что пофигистически на сегодняшний день прям относится ко всему. Ну, то ли вы пустили на самотек свою жизнь, то ли как-то вы уже не заморачиваетесь. Вот знаете, здесь могут быть мысли, а была не была. Вот как будет, так и будет. Если суждено, значит, женщина появится. Если не суждено, ну, значит, так тому и быть. У кого-то личная жизнь поставлена на паузу, поэтому вы сейчас даже для себя, может быть, ну, закрыли этот вопрос. У каждого это будет разная причина. Кто-то еще не отошел от прежних отношений, кто-то хочет пожить для себя, и у кого-то из вас, как я вижу, есть, ну, такие довольно депрессивные настроения. Но здесь такое, скорее, разочарование в женщинах. Не хочется наступить на те же грабли. Поэтому вы как-то даже не замечаете, если кто-то из женщин вам улыбается, если кто-то, может быть, пытается флиртовать, вы даже, ну так, знаете, ну можете улыбнуться, можете в ответ что-то там пошутить, да, но вы не замечаете, вот как женщин именно, ну этих дам. Кого я бы отметила? Смотрите, ребят, в вашем окружении, опять-таки, эта женщина у всех может проиграться в разных местах. У кого-то это в компании, у кого-то это может быть по соседству, в доме, на даче, там, ну где угодно. У кого-то с работой может быть связано, поэтому мы не привязываемся к месту, поскольку это общий расклад. Если вы хотите более подробно, то это только на личный расклад записывайтесь. Это женщина, которая, знаете, она такая из себя вся, мимо которой точно не пройдешь. Но многие из вас все-таки проходят. Ну, вернее, вы ее не воспринимаете как какую-то потенциальную даму, возможно, даже в связи с вашим внутренним состоянием, настроением, опасением, да? Но эта женщина, она присматривается к вам уже довольно длительное время. Вы интересны. Вы интересны и внешне, вы интересны как собеседник, хотя, знаете, скорее даже внешне, но она не зацикливается на внешности. Для нее очень важно вот именно ваш внутренний мир, какой вы человек, и ей очень сильно импонирует именно ваши вот такие человеческие качества. Она давно поняла, что вы достойный мужчина. Она давно поняла, что с вами можно быть под защитой, с вами можно быть, ну, в надежности, да, в какой-то. А для женщин, я вам скажу такой маленький секрет, очень важно для женщин чувствовать себя, ну, реально надежно с мужчиной, что ты уверен в завтрашнем дне, ты уверен, что тебя защитят, тебе помогут, тебя поддержат, да, это очень такая важная составляющая любых отношений. Поэтому
Ребят, оглянитесь, вот вы с ней, кто-то опять же в переписке может общаться, кто-то может быть в жизни, у кого где резонирует. Она скорее блондинка, ну либо же такая светловолосая, может быть русые волосы. Я не скажу, что они длинные, ну, может быть, до плеч, чуть ниже плеч. Могут быть волнистые такие волосы, с завитушками какие-то. У нее очень такой пронзительный взгляд. Она не использует очень много косметики. У нее такой, может быть, легкий такой, сдержанный макияж. Она, в общем-то, она сама по себе довольно симпатичная. Поэтому и красится, в общем-то, ну так, можно слегонца. Она интересная, она такая бывает часто задумчивая. Она бывает, знаете, вот какая-то такая, вот есть, ну то ли, я не знаю, изюминка это назвать, безуминка, как угодно, я не знаю. Вот есть в ней что-то такое, что цепляет. Вот вы можете даже с ней общаться и постепенно, но это будет позже, это не сейчас. Вы будете вот как-то со временем замечать, что вот елки-палки, я не могу понять, почему я думаю о этой женщине, почему я за ней, может быть, даже скучать начинаю, скучать по общению с ней. Это будет, ну, такой у кого-то, ну, быстрее этот процесс пойдет, кто-то более длительный период будет с ней просто общаться, ну так, обо всем и ни о чем. Знаете, будет какая-то ситуация, когда вот она вам откроется именно какие-то вот свои потайные жизни. Она будет рассказывать вам, и неважно, это в жизни или в переписке, она будет рассказывать вот какие-то то ли подробности своей жизни, может быть, даже личной жизни, и вы вот по достоинству оцените, какая она и сильная, как для женщины, какая она, ну, выносливая, сколько она пережила в своей жизни, и она не спилась, она не сгулялась, она осталась такая же достойная женщина, какой всегда была. Со временем будут все более теплые у вас отношения. Ну как, это будут сначала общение всего лишь, да, это даже не отношения, просто вот будут мысли, что тянет, вот тянет, я не могу понять, но почему к ней тянет. Что же будет дальше? Ей этого давно хочется, чтобы вы ее заметили. Ну вот, мне постоянно показывает, да, почему вы, многие можете не замечать женщин вокруг, потому что, ну, хреново в душе. У каждого это по-своему проиграется. Кто-то переживает по поводу личной жизни, еще не отошел. Кто-то переживает, может быть, по работе. У кого-то может проиграться, что у вас, допустим, там денег мало платят, либо задерживают зарплату, либо нужно менять работу и так далее. То есть у каждого будут свои проблемы, ну то есть не до женщин. Поэтому вы так и реагируете, да, ну, общаюсь и общаюсь. Но знаете, что я вам скажу? Постепенно, очень постепенно, но все-таки она будет торжествовать, потому что вы ее заметите. Вы ее заметите вот именно как женщину. Но для этого, опять-таки, каждому потребуется свое время, чтобы вы немножко отошли. Может быть, даже для того, чтобы вы решили свои проблемы. Если вы ищете работу, да, чтобы вы ее нашли, и тогда вы, да, вы воспрянете духом, вы поверите в себя и поймете, что да, теперь я могу, в общем-то, начинать какие-то отношения с женщинами. Если у вас другие какие-то проблемы, которые, ну, беспокоят, гложат, у каждого они свои, вы тоже какой-то период будете решать, допустим, эти проблемы, только потом будете готовы уже и открыты к личным отношениям. Но эта женщина, она вас будет ждать. Вот она не из тех, которые сдаются, она не из тех, которые сегодня в одного влюбилась, завтра в другого влюбилась. Нет. Она будет терпеливо ждать, когда все-таки вы ее заметите. Чем дальше она будет больше флиртовать с вами, чем дальше она будет больше как-то шутить, будут какие-то такие, знаете, искринки в глазах, такие шухерные, вот задорные какие-то, ну такой, знаете, бесенок с пушистым хвостом. Поэтому, ребят, давайте-ка
Уточним еще, что все-таки сложится у вас с ней или нет. Потому что мечтать она о вас давно мечтает. И знаете, у вас могут сложиться с ней довольно теплые отношения. Именно теплые, очень нежные отношения. Это не просто про какой-то роман. Вы станете как раз вот ее защитником ото всех. И от конкурентов, от соперников так называемых, потому что у страха глаза велики, да, когда вы ее оцените по достоинству, вы поймете, что какое добро, какое золото находится в ваших руках, вот именно эта женщина, что таких женщин чистых, искренних, понимающих, заботливых очень мало в сегодняшней жизни, и у многих из вас давно даже не встречалось таких женщин, поэтому вы будете ее беречь, а она как будет торжествовать, что все-таки вот все получилось, да, потому что она давно уже вас заметила, давно о вас мечтает, но все будет ждать ответного шага. Здесь как-то вот идет оно все в унисон, и любовь, и ну как-то у вас будет, знаете, вот стабильность во всем, и личная жизнь налаживается. У кого проблемы финансовые, тоже по финансам, вот как-то оно все урегулируется. Даже вот вырастет самооценка у вас, у многих, потому что эта женщина, возможно, она будет даже вашим таким мотиватором, она будет вас окрылять вот именно своей какой-то поддержкой, своим пониманием, что вы, ну, расправите крылья, даже те, кто эти крылышки уже сегодня сложил, кто уже не верит ни во что, и тем более в любовь, ну, вы поймете, что все-таки жизнь продолжается, и любовь, тем более взаимная любовь, она существует. Это будут красивые отношения, это будут нежные отношения, которые не основаны просто на каком-то интиме. Он, конечно же, будет. С этим все у вас тоже будет замечательно. Но когда это очень близкие, теплые, классные отношения, это намного даже важнее, наверное, чем кекс. Хотя кекс это тоже очень важная дополнительная такая составляющая. Вы поймете, что вы, ну, наконец-то нашли свою родную душу. Потому что эта женщина будет как ваша вторая половинка. С этой женщиной, ну, можно идти в разведку, с этой женщиной можно быть самим собой. И с этой женщиной просто можно вот расслабиться и получать удовольствие, потому что это удовольствие будет у вас обоюдно. Все будет обоюдно. Вы же понимаете, если она уже давно о вас мечтает, то, конечно, она будет стараться точно так для вас в ответ. Ну, то есть вы для нее стараться будете, она для вас. Поэтому это такие будут потрясающие отношения, когда хочется бежать домой, либо же на свидание, когда хочется как можно дольше быть вместе, когда хочется, ну, просто, наверное, обняться и больше никогда не расставаться. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!